Всем привет! Сегодняшнее видео про то, как мы сделали простой поводок для собаки. Собаку мы взяли из приюта взрослую, она у нас невоспитанная. Упитанный, но невоспитанный. Ну тогда был даже не упитанный, был не упитанный и невоспитанный. Посмотрели мы в интернете ролики одного такого довольно-таки известного в определенных кругах, как он называет, гений собаководства. Антуан, фамилию не помню. Вот у нее есть такая штука, простой поводок. Для этого надо, я не знаю сколько здесь, 1,5 метра, 1,5-2 метра шнура обычного, такого хозтовара, и карабин простой. Фишка какая? Это поводок удавка. Здесь я сделал петлю для удобства, чтобы из руки не выдергивался поводок. На этом конце закрепил карабин. И здесь, в зависимости от диаметра шеи собаки, надо привязать ограничивающий узел, чтобы карабин просто на очень большое расстояние не ослаблялся. Но при этом мог свободно свисать, эта петля могла свободно свисать с шеи собаки. То есть вот так это выглядит. И все очень просто. Собака, я еще раз говорю, у нас невоспитанная. Взяли уже ему там больше года. Соответственно, никакие команды не воспринимал. Привык бегать на свободных хлебах. Но для этого хоть покупай железный строгий ошейник, чтобы его как-то на поводке сдерживать. То есть ошейник обычный кожи у нее есть. К нему цепляешь поводок, и он, в принципе, даже взрослого человека сбивает с ног, если начинает тянуть. Про ребенка вообще нету никакого разговора. Сейчас вот на таком простом поводке ошейнике его даже младшая дочь спокойно ведет. Первые 2 минуты он, конечно, дергает, до него потом доходит, в каком он положении. Он успокаивается и идет рядом. Сейчас я покажу, как это все выглядит конкретно на нашей собаке. Сейчас вы увидите, как он будет прыгать. Он потому что рад, когда его отпускают. Дело в том, что у нас здесь нет забора, и рядом ездят школьники на лыжах, ходят люди, поэтому вот он уже заволновался. Поэтому мы не можем его как бы держать так на свободном, так сказать, выгуле. И он сидит у нас на цепи. Ночью мы его отпускаем, утром привязываем, а днем с ним гуляем, используя как раз этот поводок. Сейчас я буду уцеплять. Вот, все, он уже заволновался, ему все, он уже в предвкушении, что он сейчас пойдет гулять. Все, зацепили. Сидеть. Простейшие команды мы уже научили, то есть там сидеть, он слушается. Собрался побежать. Первые 2 минуты он, конечно, думает, что его отпустили побегать, и он себя ведет довольно-таки энергично. Но сейчас он успокоится и пойдет нормально рядом. Вот, как видите, он идет спокойно, особо поводок не тянет. И как только он ослабляет давление, то есть перестает тянуть, у него сразу провисает этот поводок-ошейник. Но провисает не совсем, чтобы он мог слететь, из него выпрыгнуть, а именно до того ограничивающего узла. Пошли. Ну, мелкого пса мы не привязываем. Мы взяли тоже в приюте щенком, и он как бы вырос и никуда не убегает. Ну и сам он по размерам небольшой, никого особо не пугает здесь. Ахун. Дали кличку моему Ахун.
Называется гора в Сочи. Мы там раньше жили. И поэтому так пса назвали. Потому что все эти шарики, барбосы, мухтары уже приелись и надоели. И вот видите, спокойно, в принципе. Да, он немножко тянет, потому что ему хочется побежать. Ахун, иди рядом. Ахун. А через 5 минут вообще, я говорю, младшая дочка его спокойно ведет на поводке. Это с учетом того, что он, в принципе, вообще никак не дрессированный. Я говорю, мы взяли у взрослым псом уже с приюта. Он бегал в городе, зашел в какой-то супермаркет, и там уже стали вызывать службу, там, чтобы эти, которые отлавливают собак, привезли. Вот одна из волонтеров, которые там собак этих кормят, его посадила в машину и отвезла в приют. А приют как раз только открылся. У нас не было в городе приюта. И вот туда стали свозить всех собак. Мы приехали в этот приют. Он сидел в вольере. В принципе, там было 7 собак на улице, которые в вольере содержались. Все так спокойно на нас глянули, кто-то даже не поглядел. И только он один стал прыгать и вилять хвостом. Вот так мы выбрали друг друга. Он выбрал нас, мы выбрали его. Пес на самом деле такой добрый, дружелюбный. Ну, по крайней мере, по отношению к нам. Ну и там он, в принципе, был дружелюбный. Ну, сами понимаете, в городе живет. Жил, вернее, в городе. Пошли. Пошли, туда не пойдем. Жил в городе. Если он был там агрессивный, он бы там давно бы его, скажем так, что-нибудь с ним там сделали. А так он все-таки в городе выживал среди людей. И когда мы привезли сюда его, здесь с ним произошли такие изменения. Он, то есть, нас выбрал своим хозяевами, нашу семью. Выбрал себе территорию, где вот он проживает, и стал ее охранять. То есть сейчас, если приходят чужие люди, он их довольно-таки так агрессивно воспринимает. И если к нам кто-то подходит, он тоже сразу встает в позу, скажем так, защитника. И начинает нас усиленно защищать. То есть вот он из такого бродячего пса превратился в охранную собаку. И охраняет свою территорию, и охраняет своих хозяев. Мелкого пса мы зовем Царс. Царская твоя морда. Пойдемте. Что, почесать тебя, да? Он любит, когда его чешут. Не любишь? Любишь. И сразу мелкий. Видит, как только ахуна стали чесать, и все. Меня тоже надо почесать. Да? Сейчас скажу ему, дай лапу, он сразу даст 2. Вот так. Да. От избытка чувств я скажу, мне что, лапу? Я 2 тебе дам. Пойдем. Ну вот такой бюджетный поводок, который в принципе не убиваем, если его, конечно, собака не начнет грызть. Ну, сгрызет в посттоварах 1,5-2 метра. Нового шнура куплю, карабин перевяжу, и опять поводок готов. А так, на самом деле, цены-то на них кусаются похлеще, чем эти сами собаки. Сейчас тут сколько стоит? А на таком поводке, на обычном ошейнике, эту собаку удерживать очень проблематично. Надо покупать строгий. Это какой металлический, с шипами внутрь. Это все стоит денег. А здесь
1,5-2 метра шнура и карабин. Так что всем советую. Ну, в принципе, все. Всем пока.